Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня попросили наших любимых клиентов дать нам разрешение заснять очень интересную системку. Сейчас покажу вам, как это выглядит. Вот так выглядит наша солнечная электростанция. Видите, у нас кабель к дому подходит, то есть система у нас не автономная, но очень интересная. Сейчас пойдем внутрь вот этой пристроечки, покажу вам, из чего же состоит наша электростанция. Здесь у нас 9 солнечных панелей поликристаллических, компания Exmorg, панели по 250 Вт. Что могу сказать? В системе больше 2 лет. Хорошие панельки, рекомендую. Ничего плохого сказать про них не могу. Компания молодцы, ребята. Так, идем дальше. Так, вот наша солнечная электростанция. Аккумуляторы. МАП. Контроллер. САП. И защитки. Плюс у нас здесь еще генератор бензиновый. Сейчас обо всем поподробнее расскажу. Инвертор. Инвертор компании MicroArt, уже известный нам всем. Называется MAP Hybrid. Он 9 киловаттный на 48 вольт. На данный момент у нас сейчас идет режим подкачки. То есть сеть у нас есть, вот синенькая лампочка горит. У нас идет подкачка сейчас от солнца 1,5 киловатта, да, 1,4. Но это подкачка небольшая, потому что у нас на данный момент аккумуляторы практически полные. Режим поддержания идет. И нагрузка небольшая. Нагрузка вот на данный момент там 200-400 ватт. То есть по-хорошему, ну, система так настроена, что она больше того, что необходимо. Она всегда от солнца добавляет всегда немножко меньше, чем вы потребляете от сети. Да? То есть на данный момент идет зарядка. Плюс у нас немножко потребление. То есть, ну, больше, если мы начнем подкачивать, счетчик начнет плюсовать солнечную энергию. Для того, чтобы этого не происходило, вот система работает в таком алгоритме. Так, здесь у нас автоматы защиты. Контроллер. Тоже от компании MicroArt. Называется он CAS. Значит, сейчас чуть-чуть поднастрою. Что у нас с контроллером? На данный момент мы видим поступление энергии от солнца и потребляемая энергия. Киловатт 200, киловатт 300 сейчас поступает. Здесь он показывает температуру аккумуляторов, температуру прибора. То есть здесь у нас неотапливаемое помещение, аккумулятор у нас температура минус 11. Общая энергия за сутки. Ну и вот общая менюшка. Чуть-чуть настроим. Вот так. Так, рядом находится приборчик, тоже очень интересный. Этот приборчик у нас называется система автоматического пуска, САП. Тоже компания MicroArt. Очень полезный прибор для тех, кто хочет, скажем так, получить автоматическое управление генератором. Да? То есть вот у нас бензогенератор стоит. Что дает система автоматического пуска? Система автоматического пуска следит за сетью. То есть если у нас пропала сеть, САП
дает команду мапу инвертору, сети нет. Мап переключается на аккумуляторы. Когда мы видим, что сеть у нас не появилась, но аккумуляторы уже практически разряжены, уже мап в свою очередь дает команду САПу на заводку генератора. САП заводит генератор, прогревает его и подключает к сети. На нагрузку, да, на нашу. Плюс мы заряжаем от этого же генератора, заряжаем параллельно аккумуляторы. Как только аккумуляторы заряжены, генератор глушится, мы работаем на аккумуляторах. Сеть не появилась, алгоритм повторяется. Заводим генератор, заряжаем аккумуляторы, глушим генератор, работаем от аккумуляторов. Появилась сеть, генератор не заводим, заряжаем от сети аккумуляторы, либо если есть солнышко, то от солнца, и работаем уже по прежнему алгоритму. Берем максимально от солнца, копейки подкачиваем с сети. Значит, что еще у нас тут есть? Здесь у нас вводной автомат. Вот эта интересная штучка называется реле контроля фаз. Тоже мы покупаем их у компании Microart. Вот это Astron, это защита от молнии наводок. Здесь вот это, не договорил, реле контроля фаз служит защитой для, скажем, фильтрования бросков каких-то в сети. Я вот сейчас поближе сниму. Мы здесь вручную можем выставить режимы нижнего порога напряжения и верхнего порога напряжения. Здесь мы выставляем по прибору, по мапу, по нашему. Да? Если у нас где-то будет при включении сети, либо при отключении сети будет бросок, который будет выходить, да, за верхний порог, либо нижний, система не пропустит этот бросок на мап. Как только мы увидим, что у нас напряжение попадает между двумя верхним и нижним пределом, то есть нормальное для нас, мы его пропускаем. Еще раз сниму, вам покажу, как происходит подкачка сети. Очень интересная, полезная функция. Вот мы сейчас из сети берем 200 Вт, 100 Вт, а подкачка идет 1,9 киловатта. Вот, пожалуйста, что мы сейчас, за что мы платим, а что берем от солнышка. Наглядно видно. Вот. Так, вот здесь у нас вилочка включенная, это морозилка резервная, у хозяев тут стоит. А все питание, конечно, идет у нас с задней клеммной коробки. Вот, мощные нагрузки, все подключается туда. Вот. Аккумуляторы у нас гелевые от компании Power Concept. Марка аккумуляторов Ventura. Кому интересно, поближе сниму. Ventura VG12100. Аккумуляторы очень хорошие. Всем рекомендуем. Работаем с компанией уже 3 года. Вопросов ни к аккумуляторам, ни к компании не возникает. Все решается оперативно. Все адекватные. Ну, продукт очень хороший. Здесь у нас аккумуляторов 8 штук по 100 ампер-часов. Это запас 4 киловатта. То есть, если у нас отключается свет, что бывает здесь часто довольно-таки, система переходит на питание от аккумуляторов и ждем появления сети. Если сети нет долго, то заводим генератор. Возникла у нас непредвиденная проблемка, так как у нас электростанция сама солнечная находится в пристроечке, да, еще раз сейчас покажу. Пристроечка у нас, ну, довольно далеко от дома. Вот, все приборы находятся там, поэтому если отключают сеть, то люди у нас не всегда это могут понять. Система переключается на аккумуляторы, как бы, ну и все, да, и свет все равно есть. Пока все не сядет. Вот, запас небольшой, поэтому вот решили сделать, сейчас вам продемонстрирую, как это происходит. Вот такой сигнализатор, да, когда у нас отключается сеть в доме, вот такой неприятный сигнал начинается. Как минимум человек может подойти. Подходим.
Выключаем. Выключаем все большие нагрузки и ждем, пока у нас не появится сеть. Когда сеть у нас появляется, мы видим, что загорелась красная лампочка. Сейчас, чтобы вам было ее видно, покажу. Так, где у нас тут? Вот так будет видно. Загорается красная лампочка. Мы включаем опять датчик, и если опять отключат свет, алгоритм повторится, закричит, отключаем нагрузки. Приборчик обычный китайский. На Taobao, по-моему, найти несложно. Сегодня очень яркое солнышко. Вот такой домик. У нас частный сектор.